Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях наш постоянный автор Алексей Валерьевич Исаев, кандидат исторических наук, один из самых известных историков Великой Отечественной войны. Здравствуйте. Приветствую. Скоро у нас пройдет фестиваль «Цифровая история» в Санкт-Петербурге. Это будет 18 мая. Алексей Валерьевич будет открывать этот фестиваль с докладом, посвященным 22 июня 1941 года, трагической дате. Многие публицисты сейчас пишут о том, что 22 июня было результатом предательства советского генералитета. Вот о том, насколько правомерны подобные заявления, Алексей Валерьевич готовит доклад для фестиваля. Ну а сегодня мы поговорим о не менее животрепещущей теме, на которую также есть много откликов в публицистике современной. Это роль ленд-лиза в победе над нацизмом. Да, ленд-лиз — это такая тема очень, с одной стороны, вроде бы и известная, а с другой стороны, постоянно порождающая какие-то споры о роли, значении, о том, что Советский Союз проиграл бы без ленд-лиза, были бы какие-то жертвы. Но вообще это, конечно, имеет все прямые связи с политикой. То есть сталинское государство считается государством изначально неким порочным, и мысль о том, что оно могло что-то сделать само и справляться, по крайней мере, до какой-то точки само, это политически не политкорректно. С точки зрения определенных политических. С точки зрения определенных политических сил. Поэтому в историю ленд-лиза вмешивается политика, причем, можно сказать, с шашкой на коне, когда цифры передергиваются, факты перевираются, и в результате имеется вместо достаточно внятной и стройной картины некий набор мифов, которому ленд-лиз оказывается подвержен не в меньшей степени, чем, не знаю, какой-нибудь штурм Берлина или 22 июня 1941 года. Хотя 22-му он уступает. 22 июня всегда в топе, а вот ленд-лиз тоже имеет массу своих мифов о том, какое значение имели эти поставки и, самое главное, какую роль в выживании Советского Союза они сыграли. Давайте начнем с главного вообще, что такое ленд-лиз определение, потому что некоторые люди не знают, но ленд-лиз оказывался не только Советскому Союзу, но и Великобритании, и вообще. Да, ленд-лиз был придуман американцами, когда у англичан кончились деньги на закупку предметов вооружения и других материалов, которые были им нужны для войны. Соответственно, президент Соединенных Штатов Рузвельт выступил с пламенной речью, в которой говорил о том, что вот если у соседа горит дом, а у нас есть возможность дать ему шланг, с помощью которого он потушит пожар, то обязательно нужно это сделать, и сделать это в том числе бесплатно, ввиду того, что если мы не дадим и потребуем денег, завтра пожар перекинется к нам. И ленд-лиз предусматривал передачу материалов военного назначения, как боевой техники, так и каких-то сырья, полуфабрикатов, в общем, любых материалов, которые могли быть использованы на войне, без оплаты в ходе самой войны, но по окончании войны предполагалось, что то, что не будет использовано, требуется, во-первых, вернуть, а вот если неиспользованное нужно стране для каких-то надобностей, то его нужно оплатить. Поэтому поставки по ленд-лизу во время войны оплачивать не требовалось. При этом нужно разделять ленд-лиз и материалы, которые были поставлены англичанами и американцами за живые деньги до того, как заработала программа ленд-лиза в отношении Советского Союза. Формальной датой, так сказать, юридической датой является 7 ноября 1941 года. Это не приурачивали к празднику Октябрьской революции, это просто так случайно получилось, что в программу ленд-лиза Советский Союз был включен в момент, когда шел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Символично. Получилось символично, хотя специально это никто не планировал, а ленд-лиз, эта программа ленд-лиза, она включала не только Великобританию, но и Китай. И, собственно, включение Советского Союза в программу ленд-лиза вызвало определенные трения
пусть и незначительные на уровне переговоров и каких-то дипломатических депеш, с Великобританией и с Чан Кайши, поскольку они чувствовали, что их будут обделять с поставками, особенно ввиду того, что президент Рузвельт прямым текстом говорил, что у Советского Союза приоритет в поставках, но по факту наибольшие объемы помощи получила все же Великобритания. Советский Союз не находился на первом месте по полученным материалам, как в тоннах, так и в миллиардах долларов, и не нужно думать, что Ленд-лиз придумали специально для нас. Более того, пока до нас дошел Ленд-лиз, то есть когда на нас распространили, много воды утекло. При этом американцы на уровне дипломатических контактов с послом Уманским еще до войны обещали помощь в случае, если Советский Союз окажется в состоянии войны с Германией. Это было еще весной 1941 года, и даже первые слова, которые можно интерпретировать как смягчение отношений Соединенных Штатов на правительственном, подчеркну, уровне к Советскому Союзу, это даже 1940 год. И тогда камнем преткновения стал вопрос о Прибалтике. Американцы прямым текстом заявляли, что мы не признаем включение прибалтийских республик в состав Советского Союза, а Уманский в обмен на восстановление контактов до войны, опять же, говорил о том, что признание является необходимым условием для возобновления контактов. Но, естественно, война, начало боевых действий все изменило. В политическом отношении вопрос о Прибалтике уже не был приоритетным и камнем преткновения. Но, тем не менее, вступали в действие другие факторы. Американское общество, и это официальные опросы общественного мнения, а Рузвельт был вынужден оглядываться на общественное мнение, невзирая на какие-то свои личные предпочтения, по состоянию на лето 1941 года, было большинство опрошенных людей были против помощи Советскому Союзу. Это не сильно приятный, но тем не менее это факт. Американское общество изменило свое отношение позже, к осени 1941 года. И здесь немаловажным фактором было то, вот как бы второй момент, опасались, что Советский Союз либо потерпит сокрушительное поражение, либо пойдет на сепаратный мир с немцами под влиянием военных катастроф, и все, что ему будет поставлено, станет трофеем немцев. Это тоже не вызывало энтузиазма, и только достаточно, скажем так, по меркам ожиданий западных союзников, для нас, конечно, там Смоленск, Умань, выход на подступы к Ленинграду, это были катастрофы, это были военные катастрофы, безусловно. Но, тем не менее, с точки зрения Запада, мы держались лучше, чем ожидалось. После падения Франции предполагалось, что мы как бы будем сыпаться. Советский Союз не сыпался, и это приводило к смене отношения как на уровне общественного мнения, так и на уровне тех лиц, которые принимали решения. В итоге уже в контакты, которые были в сентябре, они перешли в практическую плоскость. При этом до этого Советскому Союзу по соответствующему запросу поставляли материалы в объеме где-то на 80 миллионов долларов по списку за живые деньги, то есть за золото. И первые поставки это были именно поставки за золото, причем еще что произвело впечатление на союзников, что были конкретные запросы на оборудование и сырье для военной промышленности, а не только на оружие. То есть там зенитки, мины, еще что-то. С самого начала, кстати, Советский Союз за живые деньги просил себе сырье для взрывчатки, ТЛУОЛ, просил себе материалы, связанные с пороховым производством, и резину. Ситуация меняется 7 ноября
1941 года, когда СССР включается в программу Ленд-Лиза, было несколько протоколов так называемых. То есть протоколы — это соглашение об номенклатуре и объемах поставок, которые продлялись. То есть было несколько протоколов за время войны с Германией, то есть 4 протокола, которые по окончании одного подписывался следующий с другой номенклатурой поставок. Первоначально был подписан примерно на $1,5 миллиарда, а затем Рузвельт, невзирая на то, что США вступили в войну с Японией, было обещано Сталину о том, что будет добавлен еще $1 миллиард. Главной проблемой здесь было, во-первых, развертывание производства в Соединенных Штатах соответствующих материалов и доставка. На самом деле с теми же проблемами столкнулась Россия еще, что называется, при царе-батюшке в Первую мировую войну, когда есть за океаном мощная экономика, которая может сделать то, что запрошено, или поставить какие-то полуфабрикаты, материалы, но пока это все развернется и раскрутится, может случиться страшное. И так и случилось. Да, и так и случилось. В случае с Советским Союзом та же проблема медленного старта поставок, она в полный рост себя проявила в критический период конца 1941 года и, можно сказать, весь 1942 год. Поскольку, во-первых, даже запросы, когда просили, например, алюминий, хотя советская авиапромышленность, она изначально ориентировалась на производство самолетов с использованием древесины, как бы это спор был еще с 20-30-х годов, и вопрос был на самом деле в номенклатуре производимых самолетов. То есть если мы производим, например, дальние бомбардировщики или там какие-нибудь четырехмоторные бомбардировщики для стратегических ударов по объектам в глубоком тылу, нам надо много алюминия. Если же мы производим штурмовики Ил-2, самолеты для поля боя, алюминия нужны совсем другие размеры. И советские планы верстались по производству алюминия еще до войны. Они как раз верстались под более широкую номенклатуру самолетов, чем та, которая была в реальности. Потому что в реальности очень быстро перешли на те типы, которые были менее металлоемки. То есть какой самый массовый самолет в Советском Союзе в Второй мировой войне? Это истребители Яковлева. Это стальная ферма, обшитая тканью и, что называется, на рейках из тряпочек и палочек, деревянное крыло, алюминиевый только капоты. Понятно, что для производства двигателей тоже нужны материалы, в том числе дефицитные для Советского Союза, но тем не менее вот это вот построение ВВС вокруг парка самолетов, которые можно производить при минимальном использовании алюминия, это тоже была политика и следствие того, что в 1941-1942 году даже запрошенное не могли поставить союзники. То есть они прямым текстом говорили: вы просите там 5000 тонн в месяц алюминия, мы вам можем дать 2. 2 дали, но при тех объемах, которые предполагались, в Советском Союзе до войны производилось объем годовой 67 тысяч тонн алюминия, и этого было, в принципе, недостаточно, а с потерей производственных мощностей на Украине это все, естественно, здорово просело, но ответом было то, что стали делать в деревянной плоскости самолетом вместо алюминиевых, как до войны. Опять же, смена, ориентация в большей степени на штурмовики Ил-2, а не на ударные самолеты, типа даже того же самолета Ильюшина Ил-4. Производились, но в меньших масштабах. А еще один момент — это были, опять же, маршруты доставки. То есть проблема номер 2 — это как это все доставить. Произвести, окей, раскрутились, производим. Как это все довести до Советского Союза? Маршрутов, как, опять же, я думаю, многим известно, было несколько. 3 основных — это через Атлантику,
в Мурманск, Архангельск, причем Архангельск — это замерзающий порт. Еще, опять же, если почитать документы, видно, что союзники были, прямо скажем, не в восторге от портовых сооружений. Портовые сооружения были не такими, чтобы можно было быстро разгружать приходящий транспорт. Кроме того, этот маршрут пролегал мимо Норвегии, которую немцы оккупировали в 1940 году и могли вовсю использовать ее для базирования флота. Подводные лодки, Да, Тирпиц. подводные лодки, да, Тирпиц. То есть Гитлер еще в декабре 1941 года прямым текстом сосредоточение усилий на севере. То есть сосредоточение усилий флота Германии на направлении, как раз где проходили арктические конвои. Еще один маршрут — это через Иран. Он был самым длинным по морскому плечу. И опять же были большие проблемы с разгрузкой, когда корабли могли стоять и ждать в иранских портах разгрузки, например, 32 дня в среднем. То есть это, в общем, да, чем дальше к концу войны снизились, но тоже не на часы счет шел, прямо скажем. Но тем не менее, насколько я помню, именно иранский маршрут был самым интенсивным с точки зрения трафика, то есть наибольшее число грузов было перевезено через Иран. И самое главное, через Иран шли военные грузы без всяких препятствий, поскольку третий маршрут на дальневосточный, он в момент, когда Япония напала на Перл-Харбор, получил особый статус. Этот особый статус заключался в том, что либо летящие своим ходом самолеты, а те грузы, которые доставлялись на кораблях, они должны были иметь не военное назначение. То есть это доставлялись, опять же, сырье, продовольствие, то есть были некие, что называется, негласные договоренности, связанные с тем, что если японцы вдруг начнут это все досматривать, то ничего такого нет. Ну, везем консервы. Консервы, ничего такого. То есть, в принципе, это, конечно, и к ним тоже можно было придраться, но, тем не менее, политика заключалась в том, чтобы по этому маршруту гнать морским путем только условно-военные грузы. Да, и здесь важно упомянуть, что для того, чтобы этот путь появился, пришлось Англии с Советским Союзом оккупировать Иран. Да, чтобы иранский маршрут, который на самом деле был с точки зрения доставки, он практически прямо на горячие фронты, в 1942 году особенно, это потребовалось оккупировать Иран, но напрямую все же Иран не был связан именно с программой Ленд-Лиза, ввиду того, что это происходило в августе 1941 года, когда предотвратили переход Ирана в орбиту противника. Да, стан противника, и предприняли совместную операцию теми войсками, которые потом позднее попадут на Крымский фронт Козлова, но факт тот, что предотвратили худший вариант развития событий, а дальнейшее использование это уже потребовало, опять же, немалых усилий с точки зрения как организации маршрутов, потому что маршруты проходили и напрямую в Советский Союз, и к берегу Каспийского моря. Кроме того, были мощности по сборке, например, автомобилей. Когда собирали автомобили в Иране, гнали в Советский Союз своим ходом, причем я, когда в архиве читал переписку по этому поводу, такой как бы элемент, показывающий, насколько там было весело. Был отдельный документ выписать водителям, сколько там сотен пистолетов, пулеметов Томпсона, чтобы они могли отбиваться по дороге от каких-то злодеев и бандитов, которые могут им встретиться по дороге. То есть на самом деле этот маршрут тоже не был курортом. А так, опять же, проблема времени доставки, когда стояли самолеты под открытым небом и ждали момента, когда их можно будет перебросить, а потом, что называется, принимающая сторона обнаруживала песок в двигателях. Это не какие-то вредители насыпали, это именно от стояния под открытым небом, все вот это достаточно хлопотная процедура сборки, но главной проблемой был как раз именно темпы поставок. То, что поставки в 1941 году, они в принципе были, мягко говоря, мизерными, а
в дальнейшем 1942 год был очень проблемным по двум причинам. Ну, во-первых, присутствие германского военно-морского флота и авиации в Норвегии, которая активно воздействовала по конвоям. И самый, так сказать, неприятный эпизод это был ПК-17, разгромленный конвой. А помимо этого вмешалась стратегия высадка союзников в Северной Африке, операция «Факел», когда Советскому Союзу пообещали, ну вот мы открываем второй фронт. Очень лично Черчилль убеждал Сталина о том, что операция «Факел» это очень круто и повлияет на судьбы войны. Но это действительно, она повлияла на судьбы войны, но, может быть, не в той объеме. Не в той мере, в которой ожидал Сталин. Да, и в которой, видимо, Черчилль ему это преподносил. Да, и даже там один из деятелей Ленд-Лиза, он писал воспоминания, что вот мы летели над бескрайней пустыней и не могли понять, за что же тут воюют, имея в виду Африку. Но, тем не менее, это то, что могли реально сделать союзники, и хорошо, что у них получилось, потому что они тоже еще учились, и были у них там свои проблемы, в том числе противостояние с немецкими войсками в Африке. Чтобы закрыть тему маршрутов, стоит сказать еще о двух достаточно замысловатых, которых обычно забывают, но они были такими тоненькими ручейками. Это в последние месяцы войны, уже в 1945 году, был маршрут через Черное море, через Босфор и Дарданеллы. До этого такая сложная позиция Турции препятствовала доставке прямо в советский порт на Черном море по кратчайшему пути через Средиземное море. А в 1945 году это уже было можно. И второй такой тонкий ручеек – это через крайний север, когда корабли шли по Северному морскому пути. Но это тоже маршрут, который имел небольшое значение и, конечно, погода не делал. А так, каждый из маршрутов был по-своему проблемным. Иран – длинное плечо по такой, я бы сказал, слабо развитой местности. Дальний Восток, во-первых, ограничения по номенклатуре. Кроме того, нужно было это вести еще через всю страну. А конвои – это использование и боевых кораблей, и транспортов, и постоянная угроза ударов противника. И, кроме того, вот этот вот фактор задействования флота и транспортных судов в ходе собственных операций союзников по высадке войск. Потому что в целом, конечно, СССР был разочарован вот этим процессом поставок, хотя они, если посмотреть в ретроспективе, то в 1942 году довольно много сумели прогнать по сравнению, конечно, с тогдашней обстановкой. Но, тем не менее, для СССР это было, мягко говоря, не предел мечтаний, и постоянно говорилось о двух вещах. Второй фронт поставки, второй фронт поставки. И когда начинали оправдывать недостаток поставок вторым фронтом, который так и не открывался, это тоже производило негативное впечатление. Если обратиться к конкретным цифрам, то в 1941 году нам доставили 740 самолетов, в массе своей это истребители. То есть 730 было истребителей, это действительно было требование СССР ввиду сложной обстановки в воздухе, в основном истребители. В 1942 году 2600 самолетов, тоже в массе свои истребители, то есть 1800 из них составляли истребители разных типов. Если смотреть же, что производил сам Советский Союз, то мы увидим, что в Советском Союзе за тот же самый 1942 год произвели почти 25,5 тысяч самолетов. Понятно, что самолеты союзников, те же истребители, они обладали определенными преимуществами, например, радиосвязь или, например, устойчивость к посадкам на брюхо. Но, тем не менее, их было все же сильно меньше. Если брать общую сумму, то получается, что около 10% тяжелейший 1942 год. Извините, перебью. А у советских самолетов были какие-то преимущества по сравнению с западными? Если брать вторую половину войны, то были преимущества в летно-технических характеристиках. Все же, что бы ни говорили про «Аэрокобру»,
что вот такой хороший самолет, американский, предпочитал Покрышкин. Тем не менее, она не была топовой машиной на тот момент. И советский самолет советского производства, те же Лавочкины или Яковлевы, они по летным характеристикам все же были чуть лучше. И они были, так сказать, приближались к летным характеристикам самолетов противника ближе, чем те же «Кобры», поскольку «Кобра», она была все же достаточно такой своеобразной конструкцией. Ее союзники-то как раз не очень любили, сами пилоты союзников, и по состоянию как раз вот на 43-44 год это был все же не предел мечтаний. Ну, с самолетами понятно, хорошо. А с другими видами вооружений? С другими видами вооружений. Танки. Танки были изначально в первых же запросах, то есть как истребители, танки, зенитные орудия, то, что из средств вооруженной борьбы. А как раз-таки для союзников танки были весьма проблемным продуктом, потому что они не могли обеспечить запросы. То есть у них запрашивали больше, чем они реально поставляли. Тем не менее, к битве за Москву машины, поставленные, включенные уже в программу Ленд-Лиза, не успели, но их было на уровне, там, в лучшем случае, сотен машин на фоне, так сказать, там, численности советского танкового парка в тысячи. И они успели поучаствовать в оборонительной фазе битвы за Москву. Это район Истры, район Солнечногорска, там были Валентайны. Потом участвовали в контрнаступлении, но все равно это было такое, я бы сказал, мизерное количество. И когда в СССР стали говорить о том, что танки не являются уже приоритетом, союзники на самом деле вздохнули с облегчением, потому что заполнять именно эту нишу для них была в какой-то степени проблемой. И, кроме того, те машины, которые поставлялись в начальный период, то есть 41-42 год, они тоже были, конечно, лучше, чем танки Т-60 из автомобильных агрегатов, но хуже того же Т-34 по своим ходовым характеристикам, по надежности, по проходимости. Достоинством, пожалуй, была только броня, потому что английские, американские машины, которые делались, особенно, так сказать, за океаном в Канаде, в США, они делались, можно сказать, с максимальным возможным использованием легирующих материалов. И поэтому броня танков союзников не раскалывалась. Были, что называется, аккуратные пробоины, они трещины листов, так сказать, не рассыпались как стекло. Листы, как иной раз случалось, на самом деле, не только с советскими, но, например, с машинами чехословацкого производства. Специфика состава брони. И это делало их более ремонтопригодными. Но, опять же, восторга те же танки М3Ли они все же не вызывали, потому что машина большая, громоздкая, и прозвище «Братская могила на семерых» оно придумано было не от хорошей жизни, точно так же, как прозвище советской сорокопятки Пушки «Прощай, Родина» его придумали не от хорошей жизни. Также и прозвище для танка М3 средний с пушкой в спонсоне, а не в вращающейся башне, его тоже придумали не от хорошей жизни, именно вследствие, во-первых, габаритов, что имело значение. Сейчас это, например, вот в современной войне, габариты танка имеют уже меньшее значение. А вот тогда, что называется, площадь мишени, это играло заметную роль. И, кстати, немцы, когда столкнулись под Сталинградом с танками союзников, они писали о том, что те легче взрываются. Это непонятно. Эффект, возможно, сложения нескольких факторов, там, использование определенных боеприпасов кумулятивных, какие-то, так сказать, условия, в которых пошли в бой конкретные машины. Тем не менее, немцы в конце сентября 1942 года под Сталинградом, на них выезжают 2 бригады ленд-лизовских танков, они говорят, это танки другие, они легко взрываются, это не такие машины, как приезжают к нам до этого. И действительно, они там, так сказать, а потом, обследуя поле боя, разоставленное, так сказать, битой техникой, да, это американские машины, только что выпущены. Так, реактивные минометы, зенитки. Из числа поставок, опять же, закрывая тему все же с самолета и бронетехникой,
И самолеты, и бронетехника составляли все же меньшую долю от производства собственного Советского Союза. То есть это 10-15% от общего производства в Советском Союзе. То есть для СССР это не было критичной поставкой. Это было приятным бонусом, так сказать, укомплектовать лишнюю бригаду, отправить ее в бой или танковый корпус, но не так, что мы без этого умрем. Абсолютно. Вот в отношении самолетов и танков это совершенно однозначно. Что касается артиллерии, у американцев интенсивно просили противотанковые пушки, но их поставляли мало. То есть вот просили, потом на самом деле бросили просить, потому что, так сказать, свое производство тех же смогли ЗИСов-3 закрывать эту дыру. У нас были очень большие проблемы в связи с потерями 1941 года, тех же пушек 45 мм. Вплоть до лета 1942 года большие проблемы с противотанковой борьбой. Мы дайте противотанковые пушки, сколько-то поставили, английских двухфунтовок, но потом эта тема сошла на нет в переписке, поскольку это уже было менее актуально, пошли ЗИС-3 в товарных количествах и уже даже и не просили. То, что было актуально осенью 1941, уже там, в 1943 году было совершенно не актуально. Значит, что касается реактивных минометов, здесь следует сказать, что именно реактивные минометы американские мы не использовали. Мы использовали шасси ленд-лизовских грузовиков для постановки на них своих реактивных минометов «Катюш». В каком объеме? Во второй половине войны практически все «Катюши» были на ленд-лизовском шасси ввиду того, что отечественные машины ЗИС-6, они, так сказать, во-первых, были трудоемкими производствами, практически сошли на нет. У нас предпочли «Катюши» все ставить на шасси импортных автомобилей, но здесь все же надо сказать, что «Катюши» — это, конечно, хорошо, но они не были бэкбоном советской артиллерии. То есть нельзя сказать, что вот отсутствуют ленд-лизовские машины, на которых стоит «Катюш», все умерли. Это тоже было полезно, но не критично, если об этом говорить. Зенитных орудий, которые тоже просили с самого начала. А для СССР было проблемным автоматические орудия зенитные, ввиду того, что они требовали высокой точности изготовления. У нас были, так сказать, страшные мучения до войны завода номер 8 в подмосковном Калининграде, Королеве. И из-за этого Красная Армия в 1941 году испытывала жесткую нехватку автоматических зенитных пушек. И эти зенитные пушки в лице 40-мм Бофорсов поступали к нам от Ленд-Лиза, но они, опять же, не в тех количествах, чтобы заместить все автоматические орудия в Красной Армии. То есть, опять же, постепенно наладили свое производство, и это перестало быть приоритетом. Но вот теперь самое время сказать о том, что было реально критичным из поставок по Ленд-Лизу. И опять же, это как раз проходило красной нитью через все время. Когда читаешь там переписку, запросы, с самого начала стали просить толуол. Толуол — это исходное вещество, из которого делается тринитротолуол, которым снаряжали снаряды, мины в течение всей войны. Понятно, что в ходе войны применяли всякие и заменители, всякие аммиачные селитры. Когда там смотришь снаряжение боеприпасов второй половины войны, полно вот этого всего эрзаца, но тем не менее основным веществом оставался толуол. Были большие проблемы, и связано это было в том числе с определенными промахами в ходе индустриализации, технологии производства, когда наращивали производство кокса, а побочный продукт коксохимического производства был как раз толуол. Повышали температуру печей, в результате кокс увеличивался, а толуола было меньше. И в результате проблемы с толуолом были у советской военной промышленности, как говорится, поставок в Красную Армию еще до войны. Из
потерями производственных мощностей в 1941 году химических предприятий, проблема только обострилась. Причем производственники, они как сказали, ну да, мы вот изменили технологию, вы, как говорится, будете получать у нас мало тулов, а вы к нашим дорогим нефтяникам обратитесь. То есть началась, если кто-то думает, что Советский Союз времен Сталина это была такая вот идеальная пирамида, в которой, так сказать, из сияющего металла, который, что называется, кинули сверху молнию, и все сразу стало хорошо, вот эти вот приказы сделать хорошо, они сейчас не работали, да, и поэтому говорили, а делайте из нефти. А точнее, делалось из нефтепродуктов тот же Тулол. С производством из нефти тоже были проблемы. Та нефть, которая сейчас является основой нашего благосостояния, ну, точнее, российского экспорта, она пока еще не была открыта. А те мощности, которые были Грозненский и Бакинский нефтепромысл, их банально не хватало. В результате Толуол стал реально критичной поставкой. Причем союзники поставляли и Толуол, и, собственно, конечные продукты, то есть взрывчатку. Ну, Толуол-то нормально поставляли? Поставляли. Хватало? Хватало, и я скажу так, что половину взрывчатки, которые снаряжались на советских заводах снаряжательных снаряды и мины, либо прямо, либо косвенно поставки союзников. Вот это было реально, это не 10-15% поставки танков, самолетов. Это реально, это половина. Вот это был компонент, который был реально критичным с точки зрения поставок из-за рубежа. То есть без этого нам бы пришлось больше ориентироваться на какую-нибудь аммиачную селитру, и то, опять же, тоже с определенными потолками, с которыми столкнулись. Но это делало победу невозможной? Или просто ухудшало ситуацию? Это ухудшало ситуацию, это означало, что будут потери больше, потому что если мы меньше стреляем в сторону противника, меньше его поражаем огнем, то, соответственно, будут... Поэтому, когда говорят, вот если, что называется, ленд-лиз исчезает по тем или иным причинам, по-разному могло случиться. Вот это было тем его элементом, без которого было реально очень плохо. Еще один элемент, с меньшим приоритетом, это порох. Здесь такое следует сделать уточнение. Советский Союз сделал правильные уроки из опыта Первой мировой войны и практически идеально к ней подготовился в отношении пероксиленового пороха. То есть пороха, который делают из целлюлозы. Наладили производство целлюлозы из дерева, леса у нас, что называется, бескрайние. Вообще никаких проблем с сырьем для пероксилиновых порохов и, собственно, их производством с точки зрения обеспечения сырьем и каким-то промежуточным материалом не было. Но, кстати, перспективными были пороха нитроглицериновыми. Их производство, к сожалению, провалили еще с 20-30-х годов. Точнее, провалили в том плане, что они не стали составлять заметную долю, в то время как, например, в Германии либо нитроглицериновые пороха, либо их аналоги составляли большинство производства. Причем немцы обеспечивали себя полностью искусственным сырьем. Если Советский Союз использовал для этого продукта, скажем так, отходы сельского хозяйства, может возникнуть закономерный вопрос, что же они были дураками, не производили нитроглицериновые пороха? Ответ: дураками не были ни при Советском Союзе, ни при царе-батюшке, но начали стрелять, сделали порох, а стволы выгорают просто. То есть от нарезов ничего не остается очень быстро. И пока придумали всевозможные присадки, что оно нормально работает, и к тому же никто тогда еще не знал, что он понадобится для «Катюш». А вот 1942 год, это был, вот если 1941 год, это такой взлет «Катюш», когда вот они стали сталинским органом в глазах противника, а 1942 это было падение, когда не хватает нитроглицериновых порохов, и, соответственно, приходилось их снаряжать не пойми чем,
то есть пероксилиновый порох с всевозможными ухищрениями, чуть ли не селитры, они медленнее летали, хуже, неполное сгорание, падала дальность. В общем, «Катюша» 1942 года это было, прямо скажем, то еще сокровище. Реабилитировались они уже далее. А далее за счет чего все это было? За счет поставок сырья по ленд-лизу. И если смотреть поставки по этим нитроглицериновым порохам, то глицерина для порохов именно вот этих марок в 1943 году 100% глицерина было получено по ленд-лизу. То есть понятно, что это, опять же, это не то, что без этого вся Красная Армия скажет «стой, раз-два», потому что пероксилиновые пороха у нас были отработаны, так сказать, худо-бедно в эвакуации это все производилось, но вот эти вот новые типы вооружения, реактивная артиллерия, и, что называется, наращивание темпов производства, все это требовало новых порохов. Достаточно сказать, что по состоянию на 1941 год у нас нитроглицериновые пороха 7% производства, а на конец войны 29%. То есть рост имелся. И вот этот рост обеспечивал ленд-лиз. В его отсутствии пришлось бы отказываться. Если смотреть в целом поставки, то 66% поставленного сырья для производства нитроглицериновых порохов – это ленд-лиз. Остальное – это как раз вот продукция сельского хозяйства, свой синтетический глицерин просто не успели, не осилили. Поэтому вот эти вот компоненты, взрывчатка плюс порох, причем взрывчатка, в том числе и высокоэнергетичные взрывчатки, гексоген, октоген, вот для их производства, например, получали мы ацетон от союзников. Это был такой проблемный продукт для, что называется, человека нашего времени, для которого ацетон – это растворитель в магазине строительных материалов, это кажется дикостью. Но в 30-х годах это был дикий дефицит. И это был самый проблемный участок, который обеспечивался ленд-лизом. Если смотреть, опять же, общую статистику, то в 1944 году треть порохов советских, те, которые, опять же, снаряжались, выстрелы всей советской артиллерии, и в том числе там даже и патроны, и выстрелы авиапушек, это 30%, это за счет поставок по ленд-лизу. То есть это увеличивало мощность удара советской артиллерии. Вот это действительно критичный компонент. А скажут, а как же грузовики? И начнут традиционный подход тех людей, которые с политическими идеями начинают рассказывать, а вот Советский Союз, какой он был ничто, забывают, они сравнивают что? Они сравнивают поставки нам автомобилей с собственным производством в Советском Союзе автомобилей. Казалось бы, логика. Надо сравнивать не с производством во время войны, а с ресурсом. Ресурсом, который имелся в народном хозяйстве Советского Союза на 22 июня 1941 года. Этот ресурс народного хозяйства был достаточно большим, чтобы с ним дожили до 1944 года, и на уровень 30% импортных автомашин вышли только к 1 января 1945 года. До этого большинство автомашин было отечественного производства. Причем, тут опять же прозвучит фраза, но импортные же они надежнее, они лучше, сравнивая, что называется, «Жигули» с «Фордом». Ответ неправильный. Специфика эксплуатации автомобилей приводила к тому, что процент исправных автомобилей отечественных марок был стабильно выше. Это даже не конкретно там фронт, это в целом по Красной Армии. На конкретном, что называется, Третьем Украинском фронте могли быть разгильдяи, окей. Но почему это на всех фронтах одно и то же? Когда процент исправности импортных автомобилей ниже,
Причем ниже существенно. Не только эксплуатация, но еще и дороги, особенности ландшафта. Ну, в том-то и дело, что машины-то советского производства, они изначально тоже имели американские прототипы. То есть, в принципе, нельзя сказать, что они прям были подготовлены. И я бы так сказал, что по дорогам, честно, многие, так сказать, признавали, даже, по-моему, на уровне докладов на самый верх, что студебекеры по плохим дорогам ездят хорошо. Никто это не отрицает. Но, тем не менее, ввиду капризности к сортам топлива, к сортам масел, получаемые машины, они имели в среднем где-то процентов 70-75 исправности. Остальные, так сказать, стояли, ждали ремонта. Опять же, нужен был квалифицированный ремонтник. Скажут, а грузоподъемность? Среди поставляемых машин было полно, во-первых, джипов, которые, конечно, обеспечивали Красную Армию транспортом для командиров, буксировки легкой артиллерии, но точно так же было немало машин в полуторатонном исчислении, то есть эквивалентно в полуторке нам поставлялось тоже полно. Нам поставляли не только студебекеры полноприводные. И самое главное, масса поставок пришлась на вторую половину войны, даже на ее конец. Если брать даже официальные американские документы, напечатанные на печатной машинке, официально выложенные в интернет в США, вот графики к ним в приложениях, графики всех поставок, они имеют одну и ту же форму. Вот такой резкий взлет, это бжик в ноль в сентябре 1945 года. По любому номенклатуре. Химия, автомобили, все, взлет, максимум в 1945 году, и программа заканчивается. При этом процент потерь он примерно одинаковый. От подводных лодок, от всего. А с критичные годы, 41, 42, 43, это как раз время разгона. Потом-то они пошли, как говорится, свечой вверх. Никто не спорит. И проблема была решена, и, так сказать, поставками через Иран, и трасса через Сибирь заработала. Но, например, те же Кинг-Кобры, то есть развитие Аэрокобры, они даже и в бой-то в Европе не успели вступить. Хотя их было они составляют немалую долю. Больше 2000 машин поставлено. А что про тушенку можно сказать? Про тушенку можно сказать следующее. Вообще продовольственный ленд-лиз. Если смотреть общие цифры, то в продукции продовольственной ленд-лиз все же занимал меньшую долю, если смотреть на такие позиции, как, например, пшеница. То есть Советский Союз обеспечивал себя злаковыми, то есть производство продовольствия, но вот специфический продукт, как тушенка, который улучшал снабжение солдат на фронте, и, например, яичные порошки, да, это была та помощь, которая улучшала питание именно солдат на фронте. Но говорить о том, что Советский Союз, что называется, помер с голоду, это все же некорректно. Хотя мы затребовали у них, вот Советский Союз был, как опять же пишут в документ по ленд-лизу, единственной страной, которая просила поставлять ей сливочное масло. А почему? Требовались поставки жиров, нужны были. Они как бы для пищевого баланса обеспечили поставки именно масла, жиров в разной форме. Они улучшали положение. Но нельзя сказать, что, так сказать, сельское хозяйство куда-то исчезло, да, поскольку, опять же, оно было в 30-е годы переведено на механизацию. То есть она требовала, на самом деле, меньше рабочих рук, чем по состоянию, как говорится, на сферический 25-й год, 1900. И можно было обеспечивать, по крайней мере, такой номенклатуры, как злаковая тушенка, да, это окей, это хорошо. Что-то там перепадало и гражданскому населению. Ну, давайте какой-то итог подведем. То есть, какую роль ленд-лиз сыграл в победе? Ленд-лиз сэкономил нам жизни, и я не побоюсь этого слова, миллионы жизней.
То есть если бы в отсутствии ленд-лиза мы понесли бы больше безвозвратные демографические потери, как в отношении армии, так и в отношении гражданского населения, потому что освобождение шло бы медленнее. Но если отвечать на вопрос, спас ли ленд-лиз Советский Союз, ответ будет все же нет. Советский Союз справился с критическим положением 41, 42 и даже 43 года за счет своих ресурсов и за счет тех производственных мощностей, тех ресурсов в материалах и там, и станочного парка, и автотранспорта, которые были накоплены ранее. Поэтому выживание Советского Союза ленд-лиз не обеспечил. Он обеспечил темпы движения в обратную сторону, так сказать, уменьшил потери, но все же не более того. И это как бы урок, на самом деле, вот Первая мировая война, Вторая мировая, урок на все времена. Надо надеяться на свои ресурсы. Вот если есть свои ресурсы, то, скорее всего, будет успех. Именно в критичные моменты, когда решается судьба страны. Я бы сакцентировал внимание на том, что советское руководство именно таким образом и мыслило. Оно надеялось на свои собственные ресурсы, в первую очередь. А что касается ленд-лиза, то он, в принципе, стал возможным благодаря определенной дипломатической работе, которая, в общем, привела к созданию антигитлеровской коалиции. Поскольку создание этой коалиции, на мой взгляд, не знаю, как вы к этому отнесетесь, оно было не предрешено. Да, оно было не предрешено. И, кстати, если говорить о начальном периоде ленд-лиза, вот конфликт Советского Союза с Финляндией, то есть вот это перерастание в войну, тех событий, которые были 25 июня и наступление финнов на Ленинград, это был фактор, который повлиял на отсрочку. То есть возникла определенная, так сказать, неопределенность ввиду того, что американцы, а что там случилось, а что, так сказать, что общественное мнение скажет о возобновлении войны с Финляндией. Поэтому действительно очень много было вещей, которые заранее не были предрешены. И личность, в том числе роль личности, роль Рузвельта, роль его взаимоотношений, опять же, взаимопонимания с Иосифом Виссарионовичем. Насколько я помню, в законе о ленд-лизе помощь могла оказываться только стране, которая подверглась агрессии, если мне не изменяет память. Нет, там все же не настолько прям вот жесткая формулировка, то есть для этого, скажем так, вопрос политического вступления в войны, он, да, оговаривался, но это как раз не было той вещью. Если бы, скажем так, если бы Красная Армия вступила в войну при других обстоятельствах, я думаю, ей бы все равно помогали. То есть это вопрос решался все же на несколько других политических реалиях. Смотря с какой целью, да, непонятно, потому что в Соединенных Штатах была и серьезная оппозиция в помощи Советскому Союзу в об этом. Да, нет, опять же, была оппозиция, то, что мнение людей, это означало, что это мнение общественности, оно проецируется на тех людей, которые будут голосовать за или против при предъявлении соответствующих законов президентом Соединенных Штатов. И еще один вопрос у меня есть. Как вы считаете, ведь Советский Союз, да, он получал помощь по ленд-лизу, но он имел свои партнерские обязательства перед Соединенными Штатами, вообще перед западными державами. Вот как вы считаете, выполнил ли Советский Союз эти обязательства? Во-первых, это, конечно, обратный ленд-лиз, то есть поставки, например, платинового поставляли. Еще некоторый материал, там кое-что там по броневому производству. А если имеется в виду оплата ленд-лиза неизрасходованного, то это вопрос политический, который возник после войны. И здесь он имел скорее даже не финансовое, а политическое исчисление. Мы очень много отдали, причем отдаваемое шло, как говорится, или под пресс, те же грузовики, прямо на кораблях, где их принимали, их отправляли под пресс в металлолом. А корабли сжигали, торпедные катера, которые мы получили, их просто сжигали прямо на плаву. То есть, в принципе, это тоже имело такой несколько абсурдный характер. Но, тем не менее, оставшийся долг за невозвращенные материалы, те, которые мы могли вернуть, но не вернули,
Тут такой был политический, моральный аспект, что мы проливали кровь, мы спасали, так сказать, жизни солдат-союзников, воюя с немцами и удерживая на себе большую часть войны, большую часть немецких дивизий, а вы от нас требуете деньги. Поэтому этот вопрос был отложен, но сейчас он тоже все многократно, да. То есть на самом деле эта оплата откладывалась, так сказать, без процентов, но в итоге, скажем так, финансовых претензий на данный момент, что называется, на 2019 год, у нас, точнее, к нам никаких претензий уже нет. Я бы еще сделал акцент на том, что все-таки Советский Союз брал последовательно и выполнил обязательство вступить в войну с Японией и тем самым сэкономить жизни американских солдат. Да, да, безусловно, да. Эти союзнические обязательства, которые существовали, да, они были выполнены, причем день в день. То есть обещали ровно через 3 месяца, и ровно через 3 месяца начали операцию в Маньчжурии, которая имела очень большое значение для, так сказать, победы над Японией, именно подрыва экономических основ японцев, японского милитаризма. И морального духа, видимо, тоже. Да, и моральный дух. А так вот, если в практическом исчислении, то удар по Маньчжурии, где были вынесены производства, до которых не добирались американские бомбардировщики, и на самом деле в том числе развитие производства еще в 30-е годы, это все превратилось в ничто с помощью советских танковых легионов. Что ж, очень интересно, дорогие друзья. Вживую услышать выступление Алексея Валерьевича вы сможете на фестивале «Цифровая история» 18 мая. До встречи на фестивале «Цифровая история». А на сегодня все.